Так, у меня серьезный разговор. Я сейчас. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, провокатор. Вот я Sou провокатор, да? дипломатизированный провокатор. Да, оказывается, ты знаешь, я сам в шоке. Наших норвежцев не корми, главное, чтобы делали там. Хорошо, что я так знаем, на чем он. Дикста губарас, а у тебя добрые глаза, хотя враг бы аж букса, а злой так говоришь. Ama 100 хайон, абсолютно 100. Там самое главное, знаешь, что бы то ни было, я понял одно. Ты ознакомил этих пещерных людей с чатом GPT, понимаешь? Они узнали 3 новые буквы GPT. Обычно J, сам варианты объявляются обычно. Мы Не, меня GPT стал резко врагом человечества. Ну да, а худый сам. Не, Башам, смотри, они говорят, что когда ты говоришь «они», что ты имеешь в виду весь ингушский народ. А я говорю, что он говорит именно конкретно про этих провокаторов нордийцев, которые ты обозначил. Слушай, братан, смотри, какая ситуация, Сулим. Я тебе скажу так. Абяхман Билыш, вся ситуация заключается в том, что, вот видишь, когда мы, помнишь, в эфире, я хотел во время эфира, когда мы разговаривали, я сказал, покажите хоть один пост, где я оскорбляю народ. Они нашли? Нет, это не пост, это комментарии, которые зашли ко мне. Это комментарии. Они зашли, смотри, ты заметь, эти 2 комментария, он заходит ко мне в личку, это 2 человека, я их прекрасно помню. Он начинает говорить, что вы, короче, вы, короче, потомки нагайцев Хариожия. Я говорю, это говорит тот, кто создан искусственно Дель Поццо. Я делаю ему непосредственно этому человеку в личной переписке, который оскорбил мой народ, ответку. Я что, должен был его погладить, сказать, ой, ты мой чатузик, ой, ты мой русик, ты знаешь, ты такие хорошие слова сказал про умершего моего старика. Да. Я ответил симметрично, потому что я воюю с ними 7 лет. Но и вот сегодня... что ты занимаешься только вот ответом. Вот. Ну, их послушать, ты должен просто молчать и хавать то, что они говорят, оскорблений. По словам они, я имею в виду именно провокаторов. Я понимаю. Но ты видишь, я просто-напросто, ладно со мной, я-то привык к этому хейту. Но вот ты вроде бы человек очень либеральных взглядов, добрый человек, да? Вот и то, я же говорю, и то ты говоришь, простой пример привел. Там не обязательно под GPT, Ты просто-напросто сказал, я вот элементарно поинтересовался, у меня выдал этот вопрос. Когда конкретно не к чему прикопаться к тебе, как как личности, они начинают цепляться к каждому слову. Почему они рассказывают о Джоанна Николс, которой они ложанулись все, включая всех вот этих научных интеллигенций, которые так называемые, от самого верха до самого низа, их полностью опровергли. Подожди, Вашлам, вот Ваха говорит, он тоже хочет об подкаст, говорит, что он больше историк, чем ты, чем я. Вот он говорит, проект Дель Поццо, вот это. Они говорят, что ты говоришь за весь ингушский народ, ты говоришь, это говоришь. Нет, этот человек зашел ко мне в директ, под мой пост и начинает оскорблять мой народ. И первый случай, и второй случай, когда я говорю, ты тот, кто поклоняется и так далее, там, я веду вопрос конкретно к оно, норвежскому оно. Но поскольку он представляется, получается как, люди, которые я отвечаю этому человеку индивидуально, он говорит, что он представитель ингушского народа, они берут это все и обобщают на весь народ. Нет, как раз. Он зашел, оскорбил мой народ. Он сделал это не со своего аккаунта, но он представлялся как представитель ингушского народа, и я сделал точно так же, как он оскорбил мой народ. Опять же, я не говорил обо всем народе, я сказал ты именно. Ты должен сказать. Второй комментарий. Это еще в студенческие годы
мы встречали нашего олимпийского чемпиона, это еще я студентом, и у меня на лице российский триколор. И этот человек, слушай меня, Сулейм, разоблачает меня, живя в Российской Федерации, целуя российский герб и российский флаг, нося российский паспорт. Еще раз повторюсь, опять же, даже когда, хорошо, плохо или неважно, в историческом контексте, когда чеченцы даже были правы или нет, это другой вопрос, хотели отсоединиться, даже в то время, которые сказали, нет, мы будем вместе с Россией, передавали салам Борису Николаевичу Ельцину, заходит, берет фотографию, закидывает, натравливая моих же братьев-чеченцев, которые живут в Европе, которые других политических взглядов, говорит, Ервушун Ашвичхол, патриот, российский барак. Я встречал трехкратного олимпийского чемпиона, легенду. У меня еще такая медаль была большая, первое место на ленточке. Мы встречали Буэйсера Сайтиева, потому что того, что смог сделать, дал Дехал Уайли, дал Елсмани Охлу Уайлес. Такого, что сделал он, никто не смог сделать. Это было в суде, это было лет, уже, не знаю, лет, кажется, 15 тому назад. И он закинул это. И, само собой, зная, что закинул это дурачок нордийский, я сказал, это тот же самый флаг, который тебя породил и так далее и тому подобное. Но поскольку это была адекватная реакция, если тебя упрекают в том, что ты живешь в России, если в том, что ты там, у тебя на столе там стоит какой-нибудь флажок российский или чеченский, понимаешь? Тебя упрекают в этом, ты говоришь, слушай, Парчила, ну ты сам-то чего? Ты же сам ничем не лучше. А Лелушбек, Павел Мабай, вот все, что было. Башлам, смотри, отцом в детский сад придираться к словам, там, дразнить словами. Вот дипломатизированный кожбэк, да, я настолько не придал этому значения, что даже не вырезал. Да я же мог вырезать, да? Я думал, ну, это элементарно. Даже на Первом канале, Втором канале бывает, оговариваются, да, ведущие. Ну, вот, ну дипломированный. Смотри, ладно, ты сидишь под камерами, камерами, первый раз приехал в Черкесск, сидишь тут. Ну, у тебя, может, тоже было легкое волнение? Сулейм, сынок чего? Как говорит моя мама, у нас 50% скидка. Сынок чего? Это не мой родной язык. Сказал я дипломированный, сказал я дипломизированный. Оговорки бывают. Я там у тебя допустил ошибку, я тебя прошу прощения, Сулейм. Я там сказал, я потом, когда ты уже закинул, посмотрел, там я говорю, что во время объединения 1929 года вместе с Чечено-Ингушской автономной областью эти дебилы даже не поняли. Менялись Ингушами в 1929. В 1929 году Сунжинский, часть Малгобекского района, в добровольной основе сами присоединились к Чеченской автономной области. А вот Ингушетия присоединилась через 5 лет после того, как Сунжинский и Малгобекский район, 77 тысяч гектаров, которые мы говорили по-братски, войну обартхали спорную территорию за Ингушетией, но они уже после, и участок Вайхака прошло 5 лет, после этого в 1934 году. Сундер, клентировался, я там ошибся на 5 лет. Но я говорю о чем? Ты понимаешь, когда у тебя слишком много сумбуров в голове, у тебя информация, и ты... Я могу оговориться, я же говорю, опять же, дипломированные, дипломизированные и так далее и тому подобное. Мне абсолютно по этому вопросу переживать не нужно. Если сравнивать с этими имбецилами, которые, допустим, нордийскими, которые могут говорить все, что угодно, и начинают свой разговор с интимных мест родителей, что уже говорить? То, что я там ошибся, ну ошибся я, да, ну и что? Нет, тут, знаешь, была девушка, она, вот, знаешь, прям уперто пыталась оправдать то, что Ама его оскорбил. Ну и что, говорит, он же тоже, говорит, ну, блин, я говорю, вау, вау, почему ты ищешь оправдание? Сперва нужно было тебе осудить этого Русика этого, да, осудить его надо было в любом случае. Он извинился. Нет, смотри, ну ладно. Во-первых, ситуация с Амаем, да, если они пытаются подвести его к осуждению, это нужно было сделать. Это нужно было сделать только тогда, когда он был живой, когда он это все сказал. Но подождать, когда пройдет год, два, три, человек умер, когда все начинают, да, он язубил бельчхайнаха, начинают такое писать, если они оправдывают. Я опять же говорю, если бы он там сказал бы, допустим, опять же, Сулим, если бы он сказал там,
допустим, да, этот человек недостойно себя повел или высказался нелицеприятно, у меня бы, опять же, к этому человеку не было бы. Но то, что он написал, даже Амаев сказал, хорошо ли, плохо. Максимум, что он сказал, что они там не воевали и были на стороне России. Но это этого мнения этого человека. И когда он живой был... Это же можно списать, да? Это, ну, зачем это воспринимать вот так? Ладно, возьмем пример. Хорошо. Совет тейпов, совет старейшин Ингушетии на своем заседании под камеры на все услышание оскорбили весь чеченский народ. Ни один из этих людей не умер, кроме осуждения, что так себя не могут вести взрослые люди. Чеченцы не говорили таких слов, которые сказал этот молодой человек. Тем более человек, который занимается средствами массовой информации, ведет там блог, подкаст, без разницы. Уважение, неуважение. Этот человек может делать все, что угодно. Да, вполне возможно, на эмоциях мы, и ты, и я, мы можем отвечать им. Но ты сказал утырок, я там сказал четузик. Но это непосредственно не потому, что как его личность, а за его высказывание, за его слова к мертвому человеку. Ну да, я сказал конкретно. Я сказал конкретно из-за этого. Я сказал вот конкретно да, за высказывание. До этого человека никто не знал. Ты знал его? Не, он пытался меня тоже оскорблять там в этой группе, которые... Я тебе говорю, я его не знал, вообще я его знать не знаю, честно сказать, и знать не желаю. Просто это адекватная реакция была на эти вопросы. А то, что можно прикопаться конкретно к каким-то ошибочные слова, там, сказал ты про GPT-чат, сказал я дипломированный или дипломизированный, ну, извини меня, из-за того, что ты не можешь ответить по сути на конкретные вопросы, есть ли эти документы в «Консультант Плюс», есть ли это видео Евкурова, есть ли высказывание по поводу Амаева, пытались ли они переиначить и сказать, что на самом деле он не это хотел, на самом деле он другое хотел сказать. Вот эти все вопросы, которые есть, они же с повестки не сняты. Нет. Вот я уже давно сижу в эфире. А пост удалю, я говорю про посты конкретно. Но я же тебе говорил то, что они не показывают пост, они берут скрины, которые... Они до сих пор, будь осторожен, чтобы ты знал. Есть некое интимного характера, фотографии тебе скидывать, чтобы ты обратку сделал. Чтобы это заскринить, а потом нахал. Это метод Йольшиони, это что например. Цардешдони, под разными именами, чтобы это не было. Что специально там. А? Хубара меня зависло, я не расслышал. Заходит в директ, под якобы хотят общаться, туда-сюда начинают говорить о твоей внешности, какой ты красивый, ты мне понравился. Да, под женский пол. Это само собой, они не имеют никакого. Начинают скидывать какие-то вопросы, разговоры нелицеприятные, то есть имеется между мужчиной, чтобы потом выложить твою переписку, твои фотографии или твое видео. Это метод манипулирования. Этому методу тоже прибегали. Любой стагу, я сразу же уже 7 лет уже по этому вопросу иду и знаю, кто может и что могут они сделать. У меня была целая картотека. Почти что на один, не знаю, один о чем, не статьи, объемные, короче. Объемные видео, которые я все это собрал, полностью удалил. Аллах делает, я смогу и что скажи мне, пожалуйста, эти люди, когда тебя начинают, тебя будут оскорблять, тебе будут писать, тебе будут скидывать вот эти всякие различного рода вещи. Но опять же, все это заключается только в том, потому что не могут они, смотри, во-первых, ты сделал по GPT-чату, ты сделал вопрос, да, поднял вопрос, ты доказал правоту свою. Понимаешь?
Ты, то, что ты за свои слова отвечаешь, что ты не выдумал, ты показал все в прямом эфире. Да. Причем немножко даже пафосно, 17-м Ну, айфоном. там восприняли, как будто чат GPT-то я написал, знаешь, как будто я вот Да, придумал. да, и Настроил. поэтому, нет, ну видишь, ты сделал, ты показал то, что ты сказал. Все. Да. Но, несмотря на это, они начали уже продолжать и уже начинают говорить и задавать, типа, как они это делают, как они это видят. Мы это и так с тобой знаем, что они могут и подделать, и карты сделать, и все остальное. Но, валлахи, Царь Санин ролик Асиньяри. Блин, они так смеялись бы надо мной. валлахи, биллахи, таллахи, окчуабула, уезжришка, хайзита, бахас. Цена, ой, вежри больше, ой, ком, ой, цаду, лагалышк, дейли, двеш, дейли, уанур. يا هو يا ديك تعنك يا بردكي بيت شو تاني ده مدات يا جرجل مدات يا هو قام تحت تسخيت бош вексун я стек больше мат сахит исторически баш у нас. У меня никогда не было. Но ашбях мобил, если начинают оскорблять, если начинают говорить, дек доцек комат экушхельш. Со алруат шо ног чучу ашвол. Черкесский ашвол. Сулим алруат шо севере алушвей. Кивек алруат шо это никакого разницы яшел. Но нах йочел, борщ йочел, ши, аж ючел, аж защищать яшел, который вы думаете, что они на самом деле вашего происхождения, они не являются достойными. Почему? Потому что они боятся показать и записать даже свою фамилию, имя, отчество. Они прикидываются различными лорсами, сосисками, колбасками, все что угодно пишут. Но они не имеют пола, ни мужского, ни женского. Это оно нарнийского происхождения. Хажан И Башлам, они, поэтому... мне тут писали, что ты не выходишь на дискуссию с историками с Ингушетии. Типа, Гунцово Бахры. Валлахи, биллахи, талахи, сулим. Каждую пятницу, субботу, воскресенье мне обещают, что придут 3 человека, как минимум, в прямом эфире. Мне пообещали, что приведут Бузуртанова и остальных историков в прямом эфире. Я до сих пор жду. Что я? Любой человек может. Нейтральная территория, Баш, Черкесск, нейтральная территория, Башлам, Бузуртанов, Хадуилович, Чебиева. Давайте сядем, говорю, поговорим, говорю, обломайте нас. Покажите, что вы там реальные историки. Самая большая проблема в том, что по сути своей, честно тебе скажу, ладно, Бузуртанов, Адвитаруй, он-то не историк, он исследователь, у него нету, он не дипломизированный, понимаешь? Авдиеш, подует, их фенечку надо подхватить, сам хаскеток, авдиеш, что дуактауцер, пускай порадуются ребятишки, дитя же малое радуется. Чтобы не было каких бы оскорблений, Танзила, твой друг тоже, в принципе, здесь не нужно идти, вопрос, знаешь в чем, даже не нужно где-то встречаться. Они, каждый из них может у себя дома, мы можем здесь, допустим, как сделал этот, да, горе-блогер, когда встретились, он же тоже, этот красный чудило, потомственный историк, он же тоже не в Ингушетии был, он то ли в Турции, то ли где-то сидит там. Онлайн ты имеешь в виду? Да, онлайн сделали, пришли, поговорили, но, опять же, каким это должно быть образом? Это должно быть спонтанно, если это делает нейтральный человек. То есть ты не говоришь, какие вопросы будешь обсуждать и задавать, Конечно, ни конечно. мне, ни им, чтобы мы просто-напросто пришли, что я считаю, что они считают, высказаться по этому вопросу. Вот и все. Еще раз говорю, валлахи, биллахи, таллахи, ни один день я от них не бегал и не собираюсь. Даже еще раз, еще больше тебе скажу, каждую субботу, воскресенье, пятница, субботу, воскресенье, 21:30 или 22:00, прямые эфиры на Телеграм, Инстаграм, Ютуб, Рутуб, одновременно на всех подкастах идет. Любой желающий, осетин, кабардинец, карачаец, балкарец, на русском языке, на чеченском языке, на войнахском языке, на любом языке. Хадуил, я открыт для дискуссии, по крайней мере, единственное одно требование, Сулим. Не материться, разговаривать культурно. Если нужно, мы даже... Естественно, это правильно, да. И для чего это мы все собирались сделать? Асэлек, твоя цель благородна. Почему? Да. Потому что ты хочешь добиться цели, ты пригласил, услышал мнение. Поэтому, чтобы вот это снять напряжение, чтобы не говорили никакие там разные ярлыки не вешали, мы говорим как, слушайте, я вот здесь нахожусь, вот в прямом эфире, заходите, давайте поговорим. Если вы говорите
А, хотите поговорить? Давайте поговорим про адыгов. Хотите поговорить про кабардинцев? Давайте. Про черкесов? Давайте. Про осетин? Давайте. Но без мата, без оскорбления. Я был в эфирах, где были осетины, чеченцы и ингуши. Ну, там бывал момент, который определенно, ты вроде хорошо говоришь, я понимаю, что есть напряженность между остальные другие моменты. Даже были моменты, когда у нас была общая группа, где кабардинцы были, чеченцы, карачаевцы, там начали из-за лошади, я сказал, стоп. Лошади и порода не стоят того, чтобы мы на Кавказе живущие, мы все братья. Давайте какие-то моменты будем общие Кстати, обсуждать. смотри, Сюк Бахар, Сулим, запиши подкаст про карачаевскую лошадь Бах. Валлахи, питанцы говорит, цены на пасе. Правильно. Еще раз говорю, есть темы, Сулим, есть темы, которые лучше оставить самим представителям этой национальности. Честно тебе скажу. Почему? Я поясню тебе. У нас есть документы, книги, где есть, допустим, чеченская порода лошадей. Мне скидывали и говорили, Башлам, есть кабардинская порода, есть карачаевская, и вот есть чеченская порода лошадей. И скинули конкретно книги, в которых указано, что была определенная порода чеченских лошадей. Валлахи, это 1, 2, 3 книги были. Я не стал его закидывать, Сулим. Почему? Потому что вызывает ряд вопросов, это так, это не так. На самом деле больше приятного и хорошего было бы объединяющие факторы. У нас очень много объединяющих факторов, допустим, с адыгами. Ну, извини меня, на протяжении долгого времени эти люди бок о бок с нами вместе воевали. У нас есть объединяющий фактор с карачаевцами и балкарцами. Огромное количество полевого материала, где балкарцы, карачаевцы просто с уважением, с любовью относились, потому что мы были вместе депортированы, грубо говоря. Мы говорили с тобой насчет этого. И вот так, если ты возьмешь про каждую тему, ну, возьмем даже тех же осетин, да? Мы не говорим за весь народ, но мы знаем, что определенная часть наибов было у шейха Мансура. Осетины были. У имама Шамиля были осетины, наибы, которые воевали на стороне имама Шамиля. Это факт исторический. Это объединяющий фактор? Да, конечно, объединяющий. Вместо этого, да, мы понимаем, что была ситуация... И осетинич, Бусов осетинич Барыш. Да. Но в основном там говорилось о дегорцах, если я не ошибаюсь. Ну и плюс ко всему, до сих пор задают вопросы, почему у осетинов, у многих, некоторых осетинов есть фамилии Басаева, Дудаева, Дударова. То есть, ну, исторически это записано как самый близкий к нам, даже к нашим определенным обществам. Так что у нас есть и очень прекрасные взаимоотношения и с адыгами, и со всеми народами. Опять же, нету никаких проблем с этим. Меня начинают говорить, вот ты всегда говоришь за Калмыкова, он черкес, ты его благодаришь. А почему ты не говоришь про своих братьев ингушей, Бах? Сулим. У меня возникает вопрос. Я Башлам. И Дус Алагвасов, Качери, он ответит Денсию. Дус Качери. Что там было? Ну, это телеграм-канал, тоже у них такие острые темы по Качери будут связаны. Так, вот, что за вопрос? Он говорит про то, что темы нации должны говорить сами представители, почему ты поддерживаешь эту карачаевку, которая топила против ингушей. То есть они считают, она топит против ингушей. Ладно, поясню, Дост, поясню. Во-первых, она не топила против ингушей. Чтобы было понятно, допустим, если у нее полторачасовой подкаст, и она высказалась, что она ездила в Чечню, она видела чеченские башни, и она поинтересовалась, узнала из пабликов, что до сих пор никто не предоставил никаких документов, это не есть, что она топит за чеченский народ. На самом деле эта девочка топит за карачаевский народ. И у нее почти что всегда каждое второе все карачаевские лошади, карачаевские волки, карачай. И когда с ней общаешься, она не топит за чеченцев. А если у нее какие-то хорошие родственные отношения с чеченцами, что тут такого плохого? Но я люблю очень, уважаю, допустим... Есть же поговорка, там, русские своих не бросают, да, чтобы не случилось. Да. Что бы там ни было, я считаю, что Марьям не должны свои хаять или бросать, говорить, что она не наша. Что бы там ни было, она же, своя, карачаевка. Я тебе скажу больше, но вот смотри, когда ко мне приходят, опять же, у меня нету ни одного родственника среди адыгов, черкесов, ни кабардинцев. Я очень люблю, уважаю этот народ, ценю.
И я всегда говорил, мы когда начинали говорить, обсуждать про кабардинцев, черкесов, вот очень трагичная история, особенно адыгов, касаемо адыгов, зная по этой войне, которая длилась 101 год, и мы когда начинаем говорить, я всегда говорю, слушайте, есть мнение людей, которые мы можем обсуждать между историками. Человек, который знает историю, а есть мнение, которое простой девушки. Эта девушка высказала свое мнение. Она не говорила, что она историк и все остальное. Но я знаю одно. Если сейчас этот хейт будет и дальше, продолжать ее хейтить, она сейчас может залезть в книги и накопать столько всего, поверьте, что ваши самые есть, которые историки будут удивляться. Изначально мы же тоже не занимались этим. Когда у нас пошла эта борьба, а вот теперь, Сулим, смотри, вот мой стол. Вот мой стол. Вот документы. Вон там документы. Везде одни сплошные книги, документы и так далее. Я этим не занимался, но меня заставили. И Сулим этим не занимался. Теперь Сулиму интересно все про GPT-чат, про карты, про историю, про свой народ. У него это человек творческий, который занимается вообще другое направление. Но вы сами вынуждаете, понимаете, вникнуть в этот вопрос. А человек, который хочет разнести в пух и прах любого жильца. Я настолько нейтральный был к этой теме, настолько не был в курсе, я даже не знал про 18-й год, но даже меня, такого спокойного человека, задело вот эти высказывания про Амаева, вообще, я не знаю, последней каплей была Амаева вообще, мне, что я все, вот, у меня терпение закончилось. Я просто настолько спокойный человек, не реагирую на все эти вот хейты, не хейты, ну, у меня иммунитет на все это. Но вот тут я не выдержал, не знаю. Я считаю, что... Слушай, Собордела, Сулим, здесь бардак голове 09. Я не знаю, почему бардак голове 09 задает вопрос про Чабиеву, пишет. Чабиева ингушка и обсуждает тему ингушей с нашими историками. Она провокатор, но она не лезет между карачаевцами и черкесами. Уважаемый бардак голове 09, послушай, когда ты говоришь, ты человек, который не знающий историю, грубо говоря, да, ты почему-то 09 написал, ты говоришь, что якобы Чабиева обсуждает историю ингушей и не задевает нас. У меня вопрос, я и Сулим, мы знаем географию и статистику нашего народа, и мы слушаем ее выступления. Да, так получилось, нам сказали, послушайте, есть ли здесь. И она начинает говорить, дело не в качестве, дело в количестве. На самом деле малые народы, они чистокровные, они ни с кем не связаны. Вот, допустим, нас там 400-500 тысяч, мы чистокровные, у нас нету иных браков с другими национальностями. Это разговор, который Сулим и я, мы говорим, красавчик, сестра войнашка, там, ингушка, кляпи, да, все хорошо. Но в отличие от наших соседей, которые, смешавшись, их оказалось 1,5 миллиона. У меня вопрос к тебе, бардак в голове. Понимаешь, у меня вопрос к тебе. В чем твоя проблема? Если тебе говорят и осуждают, между строк задевают чеченский народ, мы-то это знаем, о чем говорят. Но не лезь, говори о своем. Понимаешь? И вот такие же норницы, вот From 99, вечно как оставшаяся бывшая жена, бывает женщина, которая внимания не получает, вечно ноет, вечно приходит, вечно она всегда. И вот теперь бедолага решил опять написать дипломированный историк. Ну уж представляешь, я, как ваши же указывают, смотри, он говорит, он имеет в виду, вот Дус пишет в виду, что не надо лезть к другим народам, типа, Марьям не должна лезть к другим народам. Вот тут карачаевцы место, да, которые я знаю, слушай, хорошо, тоже говорят, поясню. Зачем она лезет, мне говорят всегда. Ладно, Сулим, смотри, я приехал в Черкесск, Угу. да? Я приезжаю, и мне говорят чеченцы, какое впечатление, на меня повернули камеру, и говорят, какое впечатление у тебя от Черкесска города? Я говорю, Черкесск красивый город, там очень много черкесов, карачаевцев, мне понравилось, все чисто, так убрано. Кто-то записал в течение 5 минут мой ролик. И я невзначай говорю, в Черкесске, так как я услышал, больше проживают в городе Черкесске, проживают там, допустим, карачаевцев. Вот я ляпнул это. Не оскорбить черкесов. Или сказал, черкесов больше, чем карачаевцев. Это мнение человека, который побывал в гостях, приехал. Марьям поехала на твою историческую родину. И ты ей задаешь вопрос. Марьям,
ну как тебе там на родине, как третье, десятое, какие буйные темы. И она тебе невзначай рассказывает. Вот и все. А весь хейт и всю проблему подняли после этого все вы. From Chrome, когда пал Константинополь, когда пал Рим, когда пал... Ты же забыл, наверное, когда приходил, плакал, я на все твои вопросы ответил. Вы же плачете, вы ждете, пока человек оговорится. Еще раз, каково должно быть вам обидно, что парень с Черкесска, подкастер, блогер, пришел в пух и прах, разнес вас, после этого вы начали снимать и разбрасывать ролики карачаевцев, которые рассказывают, что ночью нужно оставаться там с кем-то. Вы оскорбляете меня и говорите мне... Башлам, там много моментов. Так, хорошо, ты можешь оказаться неправ, но в дальнейшем не надо бить же в грудь и дальше развивать эту тему. А кто дальше звал эту тему? Ну, ее же не оставляют, смотри, ты просто не видел ее директ, ты не видел, да, ее, ну, по сей день не оставляют в покое, ей Да. пишут и пишут, оскорбляют, Да, нет, угрожают. оскорбления и угрозы жизни. Есть Смотри, такое. я скажу так, смотри, Башлам, когда мы с тобой записали подкаст, ну Мгм. да, есть хейт, но никто, ни тебе, ни мне, в личку никто не угрожает, да? А Ну зная, да. что она, типа, слабая девушка, да, и она ничего не сможет делать, ей угрожают. Не женщина угрожает, а вот так называемый мужской пол. Почему нельзя Ну, списать на то, что она девушка, да, женщина, мало ли что. У нас всегда же говорят, что женщина слабый пол. Там старики у нас, старейшины, да, там может много чего простительно. Но когда касается дела именно вот этого, вот, ну, это придираться ко всему, всему подряд. Даже вот дешевым словам, чат GPT, дипломатизированный, я не знаю, что-то, ну, какой-то детский сад, я не знаю. ну, и еще раз я тебе говорю. И еще, вот мне, Да. мне критикуют, ее критикуют, ты что сидишь на подкасте с мужиком? Ну, Танзиле, почему никто не говорит, почему ты сидишь с мужиком на телевидении и обсуждаешь какую-то там брачную ночь? Ну, ей никто не говорит об этом. А то, что мы делаем, это все криво, все неправильно, вы всякие косые. Почему одну сторону только видят, одну сторону почему видят? Да, Если очень просто. Чибиева замолчит, и я замолчу. Если один замолчит, и ты замолчишь, ты займешься своей историей, своего народа, своих башен, земель, да? Я продолжу тоже разные подкасты записывать, разных людей. Слушай, ну, эта девочка сфотографировалась рядом с чеченскими башнями. Ответь, С этого началось. и башня сейчас сюда Кандалсурт. Это разве было на территории, спорной территории это разве было? Нет, Вот нет, и она. нет, конечно. Это я же тебе рассказывал, когда я поехал в Итункалинский район, который никогда не был ингушским. Никогда. Понимаешь? Это Начал там... сторона Дагестана же, та сторона же. Эта сторона вообще, это она фактически не граничит с... Вот я про это и говорю. Она же выложила эти башни не с Хвартанги, там, не знаю, не с Нет, Усатори. нет, конечно Это нет. другая Это сторона. другой Я это район. пытаюсь объяснить, но меня никто не слушает. Ты знаешь, весь вопрос заключается в том, Сулейм, прийти, сесть где-то и обсудить с тобой человек, который занимается историей, он может читать много, он может немножко ошибиться в год, дата, число. Это может быть, понимаешь? Но человек, который вот сегодня заходит у тебя на подкасте и задает мне вопрос. Вот, скажи, когда там пал Константинополь и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, скажу я, это было 29 мая 1453 году, пал Константинополь и так далее, и тому подобное. Что это изменит? После этого я становлюсь великим историком. Вы сами являетесь живыми свидетелями этой истории по этим границам, по этим землям. Ваш ученый, историк Арабханова заявила, сказала: я приглашаю вас, что на протяжении 150 лет эти земли принадлежали чеченцам. Да, 4 года они были у нас, когда еще в 1860-х годах. На 4 года они переходили к нам. А остальное время они были у чеченцев. Выступление Евкурова на российском телевидении вы видели. Это никто не подвергает. Человек приходит, хорошо, потомственный, дипломизированный историк, да?
не дипломированный, а дипломизированный историк, садится и говорит, что там были буквы, где были написано чеченцы и ингуши, или ингуши и чеченцы, братья, и они были там ростом 5-6 метров. Этот человек врет, потому что все эти надписи, во-первых, они максимум растяжки бывают стандартного размера, там 60-90 сантиметров, никаких там 6-метровых или 2-метровых, или 1,50 м, 60 таких не было. Но этот человек зачитывает и говорит, его показывают на всех официальных страницах. Но он не рассказывает о другом баннере, и они говорят, этот митинг был не против чеченцев. А лозунг «Нам нужна земля, земля и еще раз земля». При чем тут Евкуров? Вот у меня вопрос. По 2009 году. Один написал, когда мы с тобой язвили, ну почему вы провели выборы и в 2009 году не сказали, вот приняли закон о муниципалитетах, почему не записали? А этот же вопрос задавал и Евкуров. Он говорит, да, у чеченцев была ошибка, был косяк, когда они регистрировали, что эту землю они не записали в свою землю. Это верно. Но он говорит, это ни в коем случае не давало права. Вот Сулим ошибся. Сулим закручивает колесо на машине, закрутил Красная 4 болта. шапочка 5-й документы валяется. предоставила. Что документы это? Какие документы? Ну, подтверждающий документальный факт за эти карты имама Шамиля какого-то там. Слушай, ну, это карта имама Шамиля, который он говорит, он ссылается. Я этот доклад читал, который в Грузии. Я там, кроме каких-то Сулим, от ручки, ничего Сулим, не видел. Если сам. смотри, вот карта. Понимаешь? А. Вот эта карта, вот эта карта. На этой карте написано. Пошел, карта подожди, о сам выселенном- напечатал. Сам напечатал. Ну, распечатать-то распечатали его, но напечатать нет. Это карта, официальная карта, она написана уже академиком царской Российской империи, бирже карта. Здесь написано, допустим, 3 непосредственно большие надписи. Это Ичкерия, это Карабулаки, и это общее их название всей этой территории Чечня. Вот эта карта, она точно так же после падения имамата Шамиля. Но они еще не знают, иншаллах, в ближайшие дни я подниму документ с картами не чеченского происхождения и покажу, где граничила и была Чечня. Да, на одном из документов, опять же, сейчас я не могу тебе показать, но я тебе скину, Сулим, этот ролик, где сами орстхоевцы разносят в пух и прах этого красного шапочника. Орстхой. Сами, не чеченцы даже. Орстхой сами. Это 20-минутный ролик. Они говорят, здесь четко указано и показано, что речь идет о чеченцах и карабулаках. Это из тех людей, которые непосредственно считают Орстхой отдельным народом. Поэтому на этой карте, я таких карт, Сулим, у меня их здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карт на столе, которые лежат. Вот настоящая карта, она же с печатью, да, подписью там. Ну да, я же говорю, карта о выселенных горцах Кавказа называется. Другая карта называется карта кавказских земель. Третья карта называется карта горского населения в Терском управлении. Все эти карты являются официальными картами. Он использует карту имама Шамиля как фактор того, что это написано, он же делал акцент, ты не заметил, написано чеченским картографом Юсуф Хаджи Сафаровым. То есть в том плане они являются, они написали правду. Там ингушские горы, Уарстхуа, Карабулаки, опять же, которых мы считаем своей и говорим, что это часть нашего народа. Но, опять же, я говорю, элементарно, вот буквально после того приезда от тебя, вот такая вот книга. Вот, эта книга называется, написана она ингушом, Аджигов Тамирлан Султанович. Это всего 100 экземпляров этой книги. Она мне досталась совсем случайно. Но здесь, что самое интересное, каждый документ,
с газеты, вырезки он взял, собрал в эту книгу и выложил его. Здесь на этих документах, вот на этой книге, Сулейман, если эти люди, пускай сейчас дипломизированного историка, вот, называется книга «Народ и земля». Вот, Горная Чечня, начало 20 века в трудах современников. Вот эта книга. Вот на этой книге отметки. Каждое вот это селение Остхоевское, как оно было отобрали у остхоевцев, как оно было заселено и как и кто взял в аренду эти земли у царской России. Тейпами, фамилиями, именами здесь есть эти рапорты. Вот в этой книге. Это Остхуашна Хазнецан. И здесь сказано, кто есть кто. То есть, если сегодня поставить аргументированно, он говорит, вот он предоставил достоверно, он предоставил часть документов, часть страны, которая проиграла в Российской империи в войне. Опять же, предоставлять документы имама Шамиля, который был имамом Чечни и Дагестана, против которого воевали, допустим, те же люди, которых он якобы сейчас пытается там сказать, что были наибы. Но это ладно. Кого он там пытается к имаму Шамилю приписать, это его личное дело. Меня это как бы по барабану. Но за чеченские территории, за чеченцев и за нашу историю говорить никакой красный горшочек или вершочек, или тузики, или барбосики, они не могут, потому что они не знают этого. И, конечно, ведут... Они говорят, ладно, типа, эти территории, да, которые, спорные территории, да, которые ингуши говорят, что забрали. Царбах. У вас же есть Ауховский, да, типа, Ишум Союз Бахал. Азбах. Это очень хочет. Это очень хочет. Ну, А кто говорит Союз? Ишаум Союз Бахал. Валлахи, биллахи, талахи. Во-первых, чтобы было понятно людям, которые сейчас это плачут, они побежали к тем сюли и сказали, так называемые наши братья отобрали землю, будьте готовы, мы с вами, следующие будете вы. Пускай подымут переписки и посмотрят, кем они начали брататься. Раз. Во-вторых, что касается ауха, чеченцы никогда не говорили, что мы отберем аух. Вопрос ауха не закрыт и до сих пор обсуждается. И почти что каждый чуть ли не подкаст и прямой эфир без ауха не заканчивается. В аухе стоит очень остро один вопрос. И Красный Горшок занял позицию именно этих норницев только из-за одного. Потому что они в своем докладе, который вот здесь он находится, вот этот доклад, который они рассказывают у меня под рукой, говорится элементарно простые вещи, что ауховцы, чеченцы, нет, они не говорят, что это уже чеченцы, ауховцы, Уарстхуа и Эхки Карабулаки, который является ингушским народом, переселился туда в 19 веке, и что они, эти земли им не принадлежат, они заняли заранее позицию тех людей-провокаторов. Если бы это не было бы так, никогда в жизни бы Горшок туда не побежал бы и не поддержал их. Они объединились в этом вопросе. Раз. Второе. Чеченцы занимают одну позицию и говорят, чеченцы не говорили отторгнуть Ауховский район от Дагестана. Это противозаконные вещи. Раз. Во-вторых, поясню почему. Второе. Чеченцы говорили за восстановление Ауховского района и за то, чтобы закон о реабилитации полностью был принят и вернули вот эти 1660 домов, старых мечетей, кладбищ, которые принадлежали исконно на протяжении последних 500 лет или 1000 лет или 300 лет ауховцам, чеченцам, этническим чеченцам. Об этом мы говорили и никогда не переставали. Это авар, беш, буахт бой вообще на законном уровне беш будет авар. Конечно, мы единственное, что можем, мы информационно можем этих людей литературой, картами. Они начали врать, что аух якобы никогда не существовал, он продлился всего лишь 2 года или 2 месяца был, сапичуч бариш, сюли. Но мы нашли, что во времена имама Шамиля аух существовал. Аух и наибство аухское, оно существовало и до создания советского, в Терской области Ауховского района. Это все есть, это факты. Но, хорошо, они нас упрекают и говорят, почему вы не занимаетесь Ауховским? Мы занимаемся.
И Мы баланса мы занимаемся. занимаемся, больше не кричим об этом. Конечно, мы поддерживаем каждый эфир. Я сделал сотни постов и говорим по закону о реабилитации и всех призываем по исламу, по шариату. Братья с Дагестана, отдайте незаконные дома. С точки зрения ислама, с точки зрения юриспруденции. Тогда хорошо, мы можем сказать, а что вы полезли к нам на границу? Пошли бы, занимались бы пригородным районом. Сюгама алоиз. Ну да. Я же этого не говорю. Там вопрос был на федеральном уровне, установить границы. Их нужно было выровнять. А то, что в 2009 году 32 тысяч гектаров украли Сабях Мабаци, я сулими Бяхка Баци, очень хотим Дирмадаци. Еще раз повторюсь, Евкура говорит, да, чеченцы там допустили ошибку, когда не приняли вот эти муниципальные законы, принимали, нужно было эти земли вписать, они не присоединили. Но сам же Юнусбек говорит, но это не давало права ингушам брать эти земли. Они должны были сказать, братья, вежри, ногчи, шока, армети, юк, саляться, шунашар. Юк латишар, бамутское лесничество, цабош, очхой мартанское лесничество, цабош, хара шугахлар, доз шугадек душун ал. Хитишу. Иш даал диешту итиги. А и даал чибе хульш дати. Вошу, хинз, допустим, ас югот акаба, хатсам галда ласулим. حماش رازي اليوم تاجم رشوس كاقداني سيا اتيات احد الود وجون ياخد حق بلون يا تعيري جسنون المصلا السوش ولا دايلو دي حاول عزا سليمين يا دقه وكيك باش يلو يش حبوق يا سولير وات سقيتيا كونتيشن بيات بير باسس تيشن بول خط и тани войнохчи قوم خل бац дал а я хира бац. Вот и все. За аух говорили, давай напомним им в 2019 году в Панкийском ущелье Ногчиши панкиси аж был ногчиш долдяч хера. Чью сторону нарницы? А ну, поднимите свои комментарии, когда вы говорили, что чеченцы хотят отторгнуть Панкиси и присоединить его к Чечне. Шун дить дела, шейдени ацьятив, шун харст мялюш дала. И лелин чаргбах шунас. Вы даже идиоты не знали, что Панкийское ущелье не граничит с Чечней. Те, кто это писал. Тхон тройногчиш аудар, шун Панкиси был. Оухи або ногчиш агуду, тхон тройгалги агуду, ас эла эл. Прямо хири чуянчкана, ас эла эл. У нас же нету с вами проблем. Какие проблемы у вас с осетинами, ачкана? У нас проблемы до тех пор, пока аштхавежвиши лах танцани шенхаху, штирдол лах тадала, что проблем, что алас эфир яшкана. Дели дюаш дели, оно телефон засня. Шири стани, тани эфир шияшу босун, лишь ашери ясун. Да, куда ючуаш, хабар? Вот. Ассан асбах юот акка шун лаа цела والله بالله ويتعدوا نوخشي وجري بو تقامدو ну شو юэлэх ше да язина ган вот она настолько вот это норницы просто-напросто перестань, не плачь. Ты понимаешь, все, что они могут, это пытаются перейти на личности, оскорбить тебя, задеть тебя. Вот и Цунда и Расулим, я не из-за них зашел. Я зашел из-за того, что уважаю тебя и с уважением к тебе отношусь. Они будут делать все, что угодно. Они будут делать так, смотри, чтобы ты в один день... Я говорю, вот я что-то сказал, ты сказал, да? Ну, как бы тебе это не понравилось, какое имеет отношение личностное оскорбление, да, вот, ну, вот, унизительное вот это оскорбление, пытаться задеть твою внешность, вот твою прическу, я не знаю. Ну, это какое имеет отношение? Если ты конкретно чем-то недоволен, ну, конструктивно, зачем вот это личностное? Я отдаю должное, молодцы, и ты знаешь, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, мы всегда должны эмоционально, стабильно, спокойно разговаривать. Если читать комментарии, если читать и зачитывать их, и говорить что-то об этом, многие, валлахи, все ингуши, которые заходят, когда говорят в личке, в директе, они говорят, да, когда мы с ними уже 5-6 предложений, говорят, да, это мне дает, конечно же, очень большой, я понимаю, вот после нашего подкаста, 10-15 ингушей написали, зашли, сказали, они не заняли позицию норнийцев.
Хаятин, ой, цадуйха, ой, вежридойс. И они, вот таких людей, здравомыслящих, 1000, против которых, Сулим, они не важны. 10 человек, которые поддерживают это братство, они намного важнее и нужны. Сегодня, да, моментально абсолютно два разных региона. Ингушетия, Чеченская республика, Карачаево-Черкесия. Никто это не оспаривает. Да. Никто не говорит, и я противник того, чтобы даже объединяли наши два региона. Я лично. Я за то, чтобы каждый человек занимался своим регионом, проблемный вопрос решать где. Вот. Но мы должны понимать, если вы не переходите к нам, границу нашу, да, нам дела нету до вас. Имеется в виду, уж там гяргалу шадикду, но хейвут хадавац. И все. Ну, рассказывать о том, что мы вместе нажили во время ЧССР, 2 района, вы должны нам отдать. Ну, подождите. О чем вы несете? Что за чушь вы несете? Что за браваду вы несете? У нас есть документы, где четко сказано, вас просили поселиться, переселиться. Ни один из вас не поселился. Вы поселились в городе Грозном, заняли самые шикарные места в районе города Грозного, в пригородном районе города Грозного. Почему? Потому что вы посчитали, что песчаные ветреные места Шилковского и Наурского района, которые далеки и не граничат с вами, вы сказали, это места не наши. Есть на то документы, есть подтверждение. Ваш Бимбулат Богатырев говорит, что никогда в жизни взамен пригородного района они не даны. Опять же, у нас 5 районов, которые запрещено было заселяться, и поэтому были выданы. В город Грозный против были, и горные части, чтобы ночью не заселять. Поэтому были эти, большинство чеченцев. Видишь, даже ситуация. И что здесь какая-то девчонка, там, ночью, она притворяется ночью. Хазан, мне всего лишь 42 года. Я, конечно, польщен, а окста губа. 42 это еще не старик. Я, честно сказать, первую войну даже был ребенком. Ну, ребенком 10-12 лет. Я не просто у нас все такие рослые, да и дома что. Я не старик, я никого просить, умолять не обязан. У меня есть образование, я дипломизированный, понимаете? Чтобы вам бальзам на душу, с дипломом. Я этот из... Человек, у которого есть самоирония, это уже о многом говорит. Нет, я еще раз, Хаза, Киумда, Царас, он определенное время, я говорю, да он никогда не был. Он ведет дискуссию, как там Юртар Шнахи. Вот представь, каково должно, я кайфую от этого, Сулим. Представь, один Юртар, простой, среднячок, историк, держит вас вот так, норнийцев, уже на протяжении 7 лет. Аспюч-бюч, аспюч-бюч, я говорю интеллектуально. Да. Каково? А если будет еще и городской историк, сам Юртар мой, диплом дочь. Синти халюкы. Юртар орша просто ишт ахдук. Алхамдулилlah. Юртар хавелу. Цер берд келару тейпан эш бату шек дават. Гаски муат хаи, мижги муат хаи, со мижги виноват. Я мижги куэлна вас, дарсу нохшу куэлин. Сун сайде нейна муатха. Сун сай вари дейш эшха юртха ламбойз бауйз. Сун дере дийц үеш дат сун. Мижги мечк муаттан сани аснис али цали сун уаттар ягаштыла. Хампусар хадияшвац. И все. Башлам, скажи честно, ты своей родной сестре, дочери, жене разрешишь участвовать в этой войне? Разве не лицемерие кидать на передовую Марьям и кричать ей, давай, не останавливайся? Ну, во-первых, послушай, если у меня будет такая сестра, это будет настоящая волчица. Я буду гордиться такой сестре. Ни шагу назад, до конца чакиял эрдос. Нохчию нисмунд чакияла. Хобуарш хумул улли хват собуарш хавашу. Ассаишига эрдон, ассаюайга эрдон. Если этот вопрос касается моего народа. Это раз. Ты меня плохо знаешь насчет этого. Второе. Никто Марьям до конца больше не бросал Марьям. Это дело Марьям самой. Делает она, не делает. Я с ней провел один подкаст. После этого я ее увидел. Привет, там. Если увидел, не увидел, все.
Я ее не просил, я ей ничего не говорил. Но поскольку она подписана, делает мне, ставит лайки, репосты, я буду ставить посты, репосты делать и Сулиму, и Марьям. Почему? Если они уважают меня и на моей странице ставят лайки, и вставляют комментарии, если они хорошо относятся ко мне, почему я не имею права это делать? Потому что вы их не любите? Так что ли? Кстати, Башам, почаще добавляй материал в эфир, скорость. Редко добавляешь, ты что? Вот, Цундер Дамуа. Поэтому я тебе скажу, я к этому вопросу я вообще не переживаю, что дукташ. Я абсолютно не переживаю. Почему? Потому что у нее есть отец, у нее есть братья. Ей ни одного матершинного слова я не сказал. Она пришла в эфир, я ей задал вопросы, все. Она пришла к Сулиму, они провели подкаст. Из 1,5 часа вы взяли, вырезали 5 минут, закинули. Почему? Потому что вам, оказывается, не понравилось, что карачаевская девушка высказала свое мнение. Она высказала, потому что ее достали. Потому что ее начали материть и говорить, ты фотографируешься у ингушских башен. Она не была в ингушских башен, она была в Тункали среди чеченских башен. Какое она отношение? И если ее начинают хаять-маять, она ответила адекватно. Вы не подумали, что она карачаевская волчица? Нет, Башам, она должна была подушку уйти плакать и ныть, что ее обидели, типа, Я не знаю. снимать свои Я не слезы, знаю. выставлять. Мне заходят, задают вопросы такого формата, а ты бы позволил бы своей сестре, а что там было такого оскорбительного? Я не знаю. Ассаламу алейкум, Башлам, нужно поднимать, Сулим, это мне уже вопрос задают, нужно публиковать и документы по Наурским и Шелковскому району, считая Ногчи, мы первыми освоили эти земли. Но мы это публиковали, еще будем публиковать, конечно же. До прихода туда тетских казаков эти земли были за нами. Орствой башни, пишет Джамат. Нет, это не были Орствой башни, это были Башлам, Ногчи башни. новость сегодня была в Госдуме, там какой-то депутат возмутился, типа, мол, Есть чеченцы, видео, да. почему чеченцы У меня меняют есть. историю, переименовывают Так, села. ответ вы не слышали, я ответ сейчас опубликую после нашего с тобой эфира, опубликую, отвечает депутат от чеченского народа Шамсаил Саралиев, красавчик, наш чеченский волк, отвечает и говорит, ваши националистические высказывания не имеют никакого отношения, мы как раз таки развиваем свой регион, ответ вы услышите у меня на канале, сейчас мы опубликуем это, да, знаем, полностью владеем информацией. Опять же, это не из разряда политических новостей, это из разряда истории. Это очень важно, это очень нужно. И да, этот закон прошел, он полностью у нас будет новый город Терек, новый город Найри, Нохчимата, северный, который переводится, новый город Серноводск и, машалла, Нохчичуэ. Действуем дальше. Собаки лают, карафан идет. Да. Работаем мозгами. Да. В любом случае, где ты собираешь эти сплетни, может, тебе пора заняться тем, о чем ты постоянно говоришь, но не делаешь об истории самой Чечни без ухода в интернетные споры. Опять ты плачешь. Бедолага ты. Что тебе еще рассказывать? Я тебе показываю книги, я по книгам работаю. Какие сплетни? Когда ты меня поймал хоть на одной сплетни? Башлам, это правильная площадка, не позволяй каким-то шавкам грязью. Не, послушайте, но если я здесь с Сулимом не могу, Сулима дал отвезывай уже, Сулима Хаевешу, если мы не можем поговорить на свободной площадке о любой теме, с кем хотим, для чего? Эти социальные сети сделаны для того, чтобы мы могли общаться и с Сулим, и с Марьям, и с любым другим адыгом, черкесом, карачаевцем, балкарцем. Приходите, давайте общаться. Да. Вопрос. По эфире Айрушуя Башам, да? Не, айрвацию, хочу просто Агаги на поддержке чуих кнесу, я знаю, братан. Да, дукла Хосулим, абсолютно, Анна Кипр, переживать, Мади, ты на истинном пути, никакие, скоро, мы, вот, знаешь, что самое интересное, по этим вопросам, когда мы начинаем говорить, каждый раз, когда мы начинаем говорить о различных
Ну, смотрите, если мы Зеленый честно пропал говорим, куда-то. смотрите, если высказывание Марьям о том, что ни один ингуш не доказал на землю, мы говорим уже 7 лет, а нордейцы везде болтают, что чеченцы забрали их земли. Вот высказывание ее, это общепринятые вопросы, которые рассказывают, и где никакого для ее, чтобы ее задеть или оскорбить, или ее, или кого-либо, здесь нету ничего. Здесь нету никаких сплетен, это официальные новости. Можно посмотреть, можно зачитать, в этих проблем нету. Сундера, Сулим, я тебя отвлекать не буду, он ДРС, ты, как У всегда, кого выходи на эфир? подкасты. А? Тут написали, у кого-то эфир, я нет. Я думаю, у кого эфир там. И Орох Чуа, и Галга, Гурпиат зеленый. Он тут в А? эфире был. Ой, он рахляс. Да, кстати, чтобы ты знал, ты в любом месте, где увидишь использование твоего лица, Мгм. использование твоего подкаста, он у тебя официальный канал, можешь отправить жалобу, что без твоего разрешения использует твое авторское право, отправляешь жалобу, да, и они, Инстаграм, администрация указывает, что это ты, что ты не давал разрешения. Одно дело, когда ты даешь разрешение официально, не давал Да. разрешения, ищи демере, тузик домой, или заблокировать этот аккаунт. А с Богу авторское, это нормально, заблокировать эти Знаете, у вещи, меня, я знаешь, что потому что, заметил? Когда они, знаешь, что делают? Когда они берут мое исходное видео, сам да, Инстаграм меня отмечает как автора. Но они, знаешь, да, что делают? Сверху срезают, снизу срезают, фильтр без накидывают. разницы, без разницы, если Не, это они видео когда ты можешь. искажают сильно, Инстаграму сложнее определить, что ты автор. Они специально Еще так раз делают. повторю, это видео, Ceylon, это видео, на котором М. есть твое официально, ты указываешь. Там Не, это есть, жалобы. Нет, ты про жалобы говоришь, а я говорю, да, Инстаграм сам определяет тебя автора и указывает на чужом аккаунте, что ты да, там автор. авторское право, хлам, вообще одно, Да, его да, да, никогда в да. жизни не разблокируют. Но без твоего разрешения М. использовать, он это карикатуру, и он шишиатся. Да, М. я ты, хайк элдати, если у тебя разрешение не спрашивают, да, потому что это твой контент, Ну да. поэтому максимально Инстаграм, у нас ютчик, Хорошо, Инстаграм. хорошо. Только Инстаграм, я тебе говорю. М. Максимально отправляй запросы, что ты не даешь разрешения, что это Ну, занимается это в целом, дискредитацией. это не в тему, некрасиво, это вообще, это, ну, низко, это слишком. Ты Давайте понимаешь, смотрим. если бы они бы в качестве дискуссии тебя закидывали, тбулах, он, ой, хазкамиш, он бьёхиц тогда бы можно было бы это игнорировать. Но, я видел комментарии, по которые тебе пишут, не очень лицеприятно имеется в виду, асит экоиша, М. иштумдала, просто эти даяк, заблокировать эти даяк торгуля, думаешь. Он дальше, хабак ойюс. Дахайн луак где? İşte son dere i hayana i huma ясум сун юэлэкш азгардиться до сюах скринюк и зеленый аватарки. Я горжусь, что ногчу уж гордиться до хун дерез хил боша, язина сун директ чуяла язина цу ясумна. Из ёк лицемерию. Юга аскетяр герцевина, я заскринил этот момент, адити нас. Не проходит неделю, ногчу шаны, бьюхи цени. Хокара хабир, бой лейш, бой гарью, вожью, войюэлх и сочукуюсу. Хится последний шикоде, хоть себе чеку шума дацу. Идите шестеркши, масса дачукуешь. Сунам бирбар дацу, я понимаю, конечно, очень ценю, но А. в любом случае из-за больше до схозного лило, что хумш лило, шпониш. А сам Барсин, такое ощущение, что у тебя аккаунт, фанат аккаунт, этот мой фанатический аккаунт. Йошсан Чукис, знаешь. Спасибо за пиар. Ну, да, кстати, я тебе скажу так, Сулим. Все, что они делают, реально, они сами того не зная, они сделали тебя очень популярным блогером. И Я благо, сейчас что... серьезно, Баум. А дело, они не знают сами. Чем больше они тиражируют тебя, М. неважно в плохом, хорошем, узнаваемость и тиражируемость тебя, люди, потому что этих балаболов-то не слушают, они переходят к ссылке, к тебе, Да, их, да, да. и проверяют, прослушивать, чтобы услышать твое мнение, что же ты говоришь. Популярность поднимается на все больше и больше. Так что тебе рекламу они
Чем больше репостуют, тем лучше, как говорится. Есть полный ролик, бах, про тебя. Полный ролик, я GPT чата аля цегере, изи бош, у тебя задают вопросы, полный ролик. Аз бахрагу, так что, Сулим, нормально? Мейк что? За счет этого. Дик Сулим, асахай савах, он дерезгил, да, дуплахва. Сохраняй, пускай Хорошо. пишут, всегда будь готов. Мейк что, биздихол, салам алейкум. Популярность и донаты от Кредова. Ой, пекараха, баби, лира, баба. Еще дипломизированно не забудь, еще это добавь. Давай, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Да, ля,